привет, с вами Савирша, и сегодня я вам расскажу о наболевшей теме – о школе. Да, я школьница, но мне осталось всего полгода, чтобы проучиться в датской гимназии. Господи, помоги! Перед тем, как я начну свое видео, пожалуй, я вам лучше расскажу о системе образования в Дании. Ну, чтобы вам было немножко полегче понять, где мы сейчас находимся. Короче, Ребенок ходит в так называемую народную школу или по-датски фолькесколе, которая соответствует российскому основному общему образованию. то есть 9 классом. После этого, как и в России, можно поступить в ПТУ, а можно получить среднее общее образование, пойдя в так называемую гимназию на 3 года, которая соответствует 10 и 11 классам в России. Среднее общее образование находится отдельно от народных школ, поэтому ты тут не встретишь, как взрослые здоровые пацаны пинают мелочь под зад, или ты не встретишь мелочь, которая быкует на взрослых. Поэтому в датских гимназиях, своя атмосфера. Но где, если не тут, можно встретить такие статьи в школьных газетах, как «5 способов контрацепции». Сначала я это воспринимала как Фу ты! Срамотища-то какая! Совсем молодежь одурела. Вот в ранешние-то времена. А потом мне как-то стало это по кайфу. А вот реально такая запретная тема, как алкоголь или секс, тут воспринимается нормально. Ну, как воздух. Кстати, насчет алкоголя. Конечно, в школе запрещено пропускать рюмочку, но есть одно дно. Одно дно. Но есть одно «но». И под этим «но» я имею в виду вечеринки и пятничные бары. Я надеюсь, не надо объяснять, что такое вечеринки, да? Этот звон ласкает слух. Ein, zwei, я владею силой двух. Left, right, не ношу железный панцирь. Uno, dos, зато меж ног стальные яйца. Iron Man with iron balls. А это были, кстати, кадры с официального YouTube-канала нашей гимназии. А вот пятничные бары – это пьянка каждый 2-й месяц. Сразу же после окончания школьного дня, то есть примерно 3 часа дня, иссохшие ученики бегут в столовку, чтобы купить немножко золотого пойла. Вообще, день, когда происходит пятничный бар, особенный. То есть до 3 часов ты не можешь пить, а после 3 часов, пожалуйста, милости просим. Хорошо быть алкашом. Здравствуйте, меня зовут Савирша, и я алкоголик. Очень приятно, Савирша. Расскажи нам, пожалуйста, как это началось? Я просто пошла в гимназию. Я сама была в шоке, но потом, как оказалось, здесь очень развито употребление спиртных напитков, особенно у молодежи. То есть пить здесь воспринимается совсем нормально, поэтому гимназии позволяют себе устраивать такое. А что? Законы не запрещают, пить здесь можно с 16 лет, да и эти вечеринки и бары – отличный заработок, потому что в школе можно пить только те напитки, которые продаются в школе, а вы, как сами понимаете, они продаются по завышенным ценам. Конечно, ученики выкручиваются как только могут, и учителя об этом хорошо знают. Поэтому каждый раз, когда проводится пятничный бар или вечеринка, ставится на смену по паре учителей, чтобы они выполняли, роль окосаура. Хотя это громко сказано. У меня такая история для тебя. Короче, я взял мои губы и положил на свой, орудие. А что вы тут делаете, а? Здрасте. А мы тут сок виноградный пьем. Именно. Мы ЗОЖ ведем. Ну ладно. Только вы бутылку вина прикройте, чтобы другие не спалили, ладно? Кстати, об учителях. Они не такие строгие. То есть ты можешь легко выйти в туалет или на улицу покурить во время урока, и никто ничего не скажет. Реально, просто выходи. Нет. Представь, если такое устроить, например, в какой-нибудь гимназии номер 126 в городе Пыжнинск. Здравствуйте, класс! Сегодня тема урока – История России, 1 век до нашей эры. Куда пошла? Не надо. На место! Я Я сказала на место!
Я не имею в виду, что все учителя в России такие ведьмы. Но если только немного. Как говорится, Перестаньте болтать! Перестаньте шептать! Перестаньте дышать! На самом деле в России я встретила очень много учителей, и только пара из них позволяла повысить себе голос. И то им стоит оказать большую благодарность, потому что в классе была гробовая тишина. В Дании же никакому учителю не придет в голову наорать на ученика, а дело в датской особенности. В Дании нет большого расстояния между управляющим и его подчиненными. То есть босс здесь легко сойдет за коллегу. То же самое и в школе. Учитель здесь не тиран, а как друг. Очень начитанный, взрослый друг. обращаем внимание на учителя, который сидит постоянно в одной позе. Некоторые из них ведут себя и одеваются так же, как парни из соседнего двора, с которым после школы можно выпить пивка. Ах да, пару слов о дресс-коде. Его нет. Именно, приходи хоть в яркой, приходи хоть в черной одежде, приходи хоть в топике, приходи хоть в мини-шортах, кроссовках, в которых ты бегал в дождь, по грязи. И никто ничто не скажет, потому что всем пофиг. А на этом все. С вами была Савиша. До скорой встречи! Буквы разные писать, но пинтуры, что тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Come. Yeah, come. So much slowness you have. Кажется, мы зря ее позвали. Ставьте лайки!